В очередной раз перед самым крупным турниром в CS2 разработчики начинают повышать свою активность и выпускать кучу разных обновлений. И сегодня мы получили уже второе по счету на этой неделе, которое весит около 130 мегабайт. Ну а также новенькую еженедельную миссию и обнуление дропа. Так что приготовились внимательно слушать, смотрим спонсора и погнали. Представляю вашему вниманию Gift Drop, где можно отлично провести время, открывая различные кейсы. От обычных до самых уникальных, дабы испытать удачу и получить классные скины. На сайте сейчас проходит ивент, где вы дополнительно можете выиграть скины. А для того, чтобы участвовать, нужно зарабатывать особую валюту, открывая новые тематические кейсы. Помимо этого, на Gift Drop можно один раз за 72 часа крутануть барабан бонусов, где можно получить либо плюс к депозиту или бесплатные прокруты. А еще на сайте также есть и бесплатные кейсы, которые вы можете открыть, если в течение 24 часов пополнили свой кошелек на определенную сумму. А если ты при пополнении еще используешь мой промокод, то получишь 40% к депозиту. К тому же появился удобный способ пополнения через карту с минимальной суммой в 25 рублей. Так что не теряй времени и переходи по безлимитной ссылке в описании, которая также подарит вам $2 на баланс. Да что ж с этими разработчиками не так? Нет, чтобы стабильно отрабатывать целый год, их прям тянет навалить кучу обновлений перед самим мажором. Причем для них, видимо, чем больше, тем лучше. Чего не скажешь о киберспортсменах, которые порой не в восторге от таких телодвижений. И их понять можно. Но конкретно сегодня разработчики вынужденно решили пофиксить баг, который нехило поджег жопы на недавнем турнире. А именно баг, при котором можно было продать обратно оружие даже после выстрела с него. Ну и попутно вдруг решили вспомнить о просьбах обычных игроков. Добавили настройку, благодаря которой можно включить подсвечивание худа у оружия со скином. Это можно сделать как через настройки, так и при помощи консольной команды. И да, данную функцию ждали больше года. Также разработчики решили, что уже, видимо, пора. И наконец-таки пофиксила таблицу лидеров в режиме премьер. Чтобы вы понимали, она не работала с начала второго сезона, то есть уже больше 3 месяцев. И самое забавное, что она фиксится в 1 гребаную минуту. Да-да, мы 3 месяца ждали, чтобы разработчики потратили минуту своего рабочего времени. И теперь мы можем спокойно лицезреть читеров в данном списке. Возможно, по этой же причине разработчики так долго тянули с данным фиксом. Так что вполне вероятно, что скоро мы вдруг увидим очередную волну ручных банов. Ну а также после данного обновления, теперь на калаше при нанесении наклейки можно закрыть зазоры, то есть дырочки, но лишь минимально поцарапанными наклейками. Ну и наконец, новенькая еженедельная миссия. 40 убийств в режиме бой насмерть на картах группы комьюнити с P90. Вы получаете 200 очков опыта. И, скорее всего, миссия у всех может немного различаться, либо количество убийств, или же само оружие. Видимо, разработчики принудительно заставляют играть на арендованных ими картах. Не зря же они свои денежки-то тратят. Так что да, сильно надежд на еженедельные миссии не питайте. Их всего 2 типа. Либо выиграйте сколько-то там раундов на карте, либо убейте с какого-либо оружия. И, к сожалению, сегодня на удивление у Valve прям нехило так отваливаются дата-сервера, из-за чего некоторые API попросту не работают, а перед самим обновлением и вовсе нельзя было зайти кому-нибудь в лобби или же подключиться к серверу, на котором вы играете. А некоторым и того хуже. Не смогли выбить на последнем дыхании еженедельный дроп, так как он тупо либо не выдавался, или же не засчитывался ваш опыт. И на момент записи данного ролика миссии не работают, как и еженедельный дроп. Но это, как обычно, дело временное. И на этом у меня все. Всем огромнейшее спасибо за просмотр. Всем пока и удачи!